Братья наши меньшие давно усвоили главное правило – от людей лучше держаться подальше. Понятно, но есть и те, кто прячется в кустах с оружием, чтобы поставить галочку в списке трофеев. Поэтому животные на генетическом уровне уже знают, что с человеком лучше не связываться. Даже белочки, которых кормят с рук в парках, ведут себя настороженно, опасаясь каждого резкого движения от человека. Но бывают ситуации, когда у животных не остается другого выбора, как обратиться за помощью. Этому тукану, лишившемуся верхней части клюва, на помощь пришли современные технологии. Без клюва птица обречена, ведь она не может полноценно добывать еду и ухаживать за перьями. Новый клюв птицы напечатали на 3D принтере. Все получилось, как и было задумано, а птица быстро вспомнила, как им пользоваться. Загрязнение морей и океанов достигло ужасающих масштабов. Тонны различного мусора, пластика, пакетов и бутылок болтаются в толще воды. Все это наносит огромный ущерб для обитателей морей. Вот, например, морская черепаха, в носу у которой застряла пластиковая ложка. Повезло, что люди вовремя заметили и спасли животное. Нередко животные запутываются в сетях, брошенных браконьерами или установленных против акул. Эти подводные барьеры не всегда действуют по назначению, и в них запутываются безобидные для человека обитатели океана, такие как морские черепахи и киты. Сразу после рождения мать выталкивает новорожденного китенка на поверхность, чтобы тот вдохнул свой первый глоток воздуха. Именно в этом месте на их беду и оказалась сеть. Китенок запутался в ней. Пришедшие на помощь спасатели стали резать сеть, а мать китенка все время крутилась рядом, следя за спасением своего малыша и периодически выталкивая его на поверхность, чтобы тот снова сделал вдох. Все завершилось благополучно. Китенок был освобожден. А на этих кадрах группа дайверов заметили взрослого кита, тянущего за собой огромную сеть. Было принято решение попытаться освободить животное. Кит, взволнованный вниманием людей, то и дело погружался на глубину. Но дайверам все же удалось довести дело до конца и освободить гиганта. После обрезанную сеть достали из воды. Ее вес составил почти тонну, и неизвестно, сколько времени кит таскал этот груз за собой. Эта стая дельфинов, потерявшая ориентацию из-за эхолокации, используемой лодками,
или просто увлекшись погоней за рыбой, оказалась на мелководье. Люди, наблюдавшие эту картину, сразу бросились на помощь животным, вытаскивая их на глубину. А на этих кадрах люди развернули спецоперацию по спасению кита у берегов Бразилии, который каким-то образом оказался на суше. В спасении этой 14-метровой громадины принимало участие множество людей. Добровольцы непрерывно поливали кита водой, чтобы его кожа не пересыхала, а техника рыла траншею, по которой кита можно было бы отправить обратно в его стихию. Спасение длилось больше суток. Новость собрала на берегу толпы зевак, наблюдавших за происходящим. Спустя 30 часов кита удалось затянуть на нужную глубину, где он смог самостоятельно плыть. Кит даже помахал хвостом в знак благодарности под восторженные овации людей. А вот еще одна трогательная история спасения. Дельфин, оказавшись на мелководье, запутался в прибрежных водорослях. Его заметил мужчина, проплывавший на лодке со своей семьей, и поспешил на помощь. Сначала дельфин вел себя нервозно, опасаясь человека, но быстро сообразил, что ему пытаются помочь, и перестал сопротивляться. А на этих кадрах удивительное спасение тюленя, который благодаря своей смекалке выбрал правильное решение для спасения от голодных касаток. Он запрыгнул в лодку к людям и грустным взглядом попросил о помощи. Касатки еще долго кружили вокруг судна, делая вид, что уплывают, а одна даже притаилась под днищем лодки, ожидая возвращения тюленя. 40 минут продолжалась эта игра в прятки, после чего касатки все же отступили, а тюлень поспешил скрыться. А вот еще одна акула, эта китовая акула, тоже искала спасения у людей. Крепкая веревка врезалась в ее тело, а акула терпеливо ждет, пока ее освободят. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас.